Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о стрижке волос, поговорим о том, как вы с помощью стрижки волос можете кардинально изменить свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментарии напишите: «Я кардинально меняю свою жизнь, я привлекаю все самое лучшее для себя». Обязательно пропишите эти слова и знайте, что Вселенная всегда ждет от вас первого шага. Как вы знаете, женские волосы окутаны мистикой, тайной, и на протяжении ряда лет многие пытались рассказать, что же на самом деле представляют из себя волосы и откуда у них такая сила. Но пока сделать это не удается. Есть предположение, что волосы – это энергетическое продолжение нашей нервной системы. В современной жизни человек не задумывается о функции волос, так как занят другими, на его взгляд, более важными делами. На самом же деле энергетика волос тесно взаимосвязана с энергетикой именно волос. Наукой и временем доказано, что волосы имеют память. Жизненная сила человека увеличивается от того, что волосы способны активно накапливать в себе энергию. Это своеобразные антенки, которые, получая энергию из Вселенной, подпитывают биополе человека, передают любые информации в его мозг. Любые действия с волосами имеют большое значение и могут изменить жизнь как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому, если вы задумали подстричь волосы и изменить их в цвет, обязательно нужно придерживаться определенных правил, чтобы не внести в свою жизнь такие коррективы, от которых не так будет просто и избавиться. Первое – это стрижка волос. Это один из самых сильных ритуалов, которые способны оказать влияние на то, что происходит в вашей жизни. Но запомните, категорически запрещается стричь себя самому. Этим действием наносится вред уже вашему биополю, создается энергетический дисбаланс, и самостоятельная стрижка негативно скажется на здоровье и на жизненной силе. Подстригая себе волосы, вы можете лишиться удачи и финансового благополучия, а также красоты, как внутренней, так и внешней. Если незамужняя девушка будет себя сама подстригать, то она таким действием рискует остаться на всю жизнь одинокой. Не стоит подстригать волосы самостоятельно и своим родственникам. Дети не должны стричь волосы родителей, чтобы не укоротить их жизненный путь. Родителям не стоит стричь собственных детей. Например, если мать будет подстригать свою дочь, то таким действием она лишит ее счастья, семейного благополучия. Если будет подстригать сына, то таким действием лишит его сил, уверенности и нужных энергий. То же самое касается и того, если отец будет стричь детей. Только мужчина таким действием еще и перекроет энергетические каналы, что скажется очень неблагоприятно на жизни детей. Нельзя жене и стричь мужа. Остригая волосы, можно деформировать его биополе, что поспособствует общему недомоганию. В его жизнь из-за этого притянутся неудачи и проблемы, а также это может привести к измене, вызвать сильную ссору у супругов. Нельзя подстригаться самостоятельно женщине и в положении, чтобы не нарушить энергетическую связь с малышом. Обрезая волосы, в такой момент женщина может лишить и себя жизненно важных сил, что негативно скажется на ее жизни. Если вам нужны действенные изменения в жизни, вы хотите избавиться от чего-то неприятного, гнетущего, переживания не дают вам спокойно жить, то подстригитесь у проверенного парикмахера, который имеет именно хорошую энергетику. Если хотите, чтобы волосы подольше оставались желаемой длины, подстригитесь на убывающую луну. Если же вы хотите обновить волосы и снова их отрастить, то в таком случае подстригитесь на растущую луну. Обращаем ваше внимание, когда вы смотрите на лунный календарь, вы решили сделать изменения в своей жизни, в таком случае посмотрите несколько лунных календарей, потому что бывают неточности, например, используется не лунный, а солнечный календарь, а вы не обратили на этого внимания. Дальше смотрите, в каком часовом поясе вы живете, потому что бывает час, полчаса имеет также очень важное значение. Здесь
здесь вам об этом нужно понимать и осознавать. И еще один важный момент. Если вы придерживаетесь именно лунного календаря, то старайтесь записывать, когда вы сделали стрижку или прическу и так далее. Но помните, что не стоит стричь волосы во время лунного и солнечного затмения, так как такие дни ослабевают биополе человека, ослабевают его защитные силы, поэтому таким действием можно принести себе вред, ослабить биополе, а также вместе с волосами частично уйдет и энергия, а это уже негативно скажется на самочувствии человека. Как правило, о лунном затмении, о солнечном затмении очень часто вы слышите с телевидения, вы слышите с газет и так далее. И многие не придают этому значения, думают, ну и что, ну вот солнечное затмение, ну лунное затмение и так далее, и так далее. Но вы должны понимать, что именно в эти периоды происходит достаточно сильный выплеск энергии из космоса, и он не всегда хороший. Поэтому здесь вам нужно, наоборот, быть внимательными и осторожными. Кроме того, следите за собой во время затмения, потому что бывает так, что люди могут творить чудеса в негативном ключе. Поэтому, если вы видите, что солнечное или лунное затмение, запишите себе или запомните, и, допустим, день-два, один день до лунного затмения или солнечного, или день после, это в среднем 3 дня. Старайтесь как можно меньше общаться с людьми, не конфликтуйте, свои эмоции держите при себе, тоже свое мнение, и будьте сдержанными, это очень важно. Когда же чаще всего женщина или мужчина хотят изменить свой имидж? И для этого, конечно же, есть несколько причин. Когда, например, развод или разлад отношений со своей второй половинкой, или вот такая вот душевная рана, она, конечно же, залечивается с большим трудом. Поэтому, чтобы изменить что-то в своей жизни, человек решается кардинально изменить себя, сделать стрижку, и вот это осознание приходит ему уже на энергетическом уровне. Или, как вариант, человек может быть недоволен своим внешним видом. Это вызывает всплеск негативных эмоций, раздражается человек по поводу, например, не той стрижки, не того цвета волос, и стремится к усовершенствованию. Такое происходит, когда человек подхватил негатив, и волосы начинают на это даже указывать. Или по какой-то причине, произошедшей у человека в жизни, возникает депрессивное состояние, невроз, апатия, и он чувствует, что ему нужно начать менять что-то в своей жизни. И, конечно же, на подсознательном уровне это изменение с волосами, так как он чувствует, что нужно убрать негатив, который на них скопился. Или не нравится, что волосы тусклые, медленно растут, и, подстригаясь на растущую луну, человек мечтает о том, чтобы они стали более здоровыми, густыми, красивыми. Знаете, что к нам дошли учения, что любые перемены к лучшему связаны с волосами, поэтому многие люди начинают что делать? Экспериментировать с ними. Стрижка, окрашивание, завивка, красивая прическа или укладка. Считается, что вот именно такие действия не только улучшат настроение, но и принесут в жизнь человека положительные и благотворные изменения. Считается, что стрижка не только улучшает внешний вид человека, но и несет позитивные перемены. У человека может повыситься его статус, так лучше он находит более лучший контакт в своем окружении, становится более привлекательным. Кроме того, стрижка, соответствующая моде, придаст уверенность в себе. Подстригая волосы, вам даже удастся избавиться и от прошлого, которое тянет вас назад, мешает совершать вам новые шаги и, соответственно, негативно влияет на ваше будущее. Также после стрижки вы можете для себя открыть новую дорогу и даже перспективы. Основные плюсы стрижки давайте с вами разберем. Дело в том, что с помощью короткой стрижки вы можете избавиться даже от разрушительного негатива, который накопили волосы, когда вы попали в какую-то неприятную ситуацию или беду. Появляется легкость, так как вы освободились от тяжелых мыслей, которые связаны были с прошлым. Также может измениться и ваше энергетическое состояние организма, может ощущаться прилив жизненной энергии и сил.
А вот стрижка, сделана в неудачное время или же не у чистосердечного человека, может неблагоприятно отразиться на жизни данного человека. Чтобы не притянуть проблемы в свою жизнь, нужно обязательно изучать все правила, что можно делать с волосами в каждый из дней недели. Выбирать наиболее подходящие для стрижки и манипуляции с волосами дней недели. Давайте мы разберем и касательно дней недели, не только лунный календарь. Начнем мы, друзья, с вами с понедельника. Вы знаете, понедельник – это тот день, который очень удачен для кардинального изменения имиджа. Если сделать стрижку в понедельник, то вместе с обрезанными волосами уйдут любые проблемы, плохое настроение и депрессивное состояние. Все, что вы надумаете сделать с волосами, в этот день окажется удачным. Если вы задумали подстричься и изменить цвет волос, то знаете, это очень подходящий для этого день. Далее вторник. Во вторник вы можете остригать посеченные кончики волос, подправить челку. Вот это простое действие поможет вам притягивать к себе новые благоприятные энергии, поможет избавиться от рутины, разнообразит обязательно вашу жизнь, сделав ее более яркой и успешной. Далее среда. Вы знаете, среда подходит для людей, которые занимаются интеллектуальным трудом. Они могут использовать этот день с пользой для себя. У них расширится круг знакомств, поступят новые впечатления, появится возможность получения новых знаний, а также укрепится нервная система и даже улучшится память. Так что обратите внимание на этот день недели. Далее четверг. Четверг, посещение парикмахера именно в этот день поможет укрепить родственные связи. Вы сможете познакомиться с нужными людьми, которые, например, занимают какой-то важный пост, что поспособствует карьерному росту, а также поиску хорошей и высокооплачиваемой работы. А также возникнет возможность встретить хороших знакомых, с которыми была утеряна связь. Этот день выбирают те, кто хочет чего-то достичь в жизни, зная, что им нужно добиться стабильного финансового положения, наполнить жизнь успешными делами и благосостоянием. Далее пятница. Пятницу можно стричь, а можно и не стричь волосы. Ведь никому не хочется испытывать на себе, как отразится такая процедура на его жизни, так как вместе с волосами можно и отстричь и положительные энергии, которые помогают вам притягивать в вашу жизнь все то, что сделает ее счастливой и радостной. Но если все же решитесь, обязательно учтите все-таки влияние Луны. В данный день хорошо делать прическу, это поможет притянуть в жизнь хорошие события, которые подарят вам прекрасные эмоции и сделают вас более счастливым человеком. Далее, друзья, у нас с вами суббота. Суббота – это очень хороший день для стрижки волос. Отстриженные волосы изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Исчезнет плохое настроение и то, что способствовало ему. Появится прилив сил для покорения новых вершин. Волосы быстро отрастут и станут гуще, не будут сечься и появится здоровый блеск. Это действие поможет сделать также и ваше энергетическое поле более сильным. Перед тем, как сесть в кресло к парикмахеру, загадайте желание, проговорив при этом такие слова 3 раза. Этот парикмахер меня, когда стрижет, каналы сильные и мощные открывает, а это помогает. Желание заветное мое воплощает. Благодаря такому простому действию вы то, что загадаете, очень скоро сбудется и обязательно порадует вас. Далее, друзья, у нас с вами воскресенье. Запомните, воскресенье не очень подходящий день для стрижки. Почему? Потому что таким образом, если вы подстрижете волосы в воскресенье, вы можете спугнуть свое благополучие и, что немаловажно, лишиться денежной энергии. Но если вам во всем не везет, то чтобы прервать эту полосу невезения, неудач, используйте для этого воскресенье. Парикмахерскую, что нужно сделать? Обязательно в парикмахерскую войдите с левой ноги. 3 улыбнитесь и в этот момент про себя проговорите такие слова. Не я нарушаю энергетику этого дня. Судьба меня на этот шаг толкает. Хочу негатив из жизни убрать, чтобы он перестал на меня влиять. Волосы состригу, светлые и сильные энергии к себе притяну. Таким действием вы разрушите энергетическую связь с существующими проблемами.
Но не рекомендуется подстригать волосы в свой день рождения. Это нужно делать заранее, чтобы не остричь свое счастье и удачу. Также никогда не стригитесь вечером после захода солнца, иначе вы просто-навсего можете лишиться финансового благополучия и успехов во всех делах и во всех начинаниях. Также не делайте этого и в большие церковные праздники, чтобы не приобрести проблемы со здоровьем. Не стоит стричь волосы и перед экзаменом, чтобы успешно сдать его, потому что, состригая волосы в такое время, вы ухудшите свою память, и в самый неподходящий момент появится возможность забыть все то, что вы выучили. Вы должны помнить о том, что стрижка способна изменить не только ваш внешний вид, но и всю вашу жизнь. Поэтому придерживайтесь определенных правил. Не доверяйте свои волосы кому попало. Вы должны знать, что подстригая вас, человек, то бишь парикмахер, он может оказывать прямое влияние на вас и на ваше биополе. С приходом в парикмахерскую стоит выбрать не только модную желаемую стрижку, но и самого парикмахера. Он должен быть энергичным, жизнерадостным человеком. Подойдя к нему, вы должны ощутить спокойствие и комфорт. И тогда и изменения в вашей жизни произойдут только в лучшую сторону. Поэтому, девочки и мальчики, стригите свои волосы в нужные дни недели. Используйте правила, связанные с этим. Если вы будете делать все правильно, то вы обязательно сможете избежать негативных моментов в вашей жизни. Помните, что стрижка в благоприятный день способна не только изменить положительно вашу внешность, но и благоприятно повлиять на вашу энергетику, а значит и на жизнь в целом. А также сможет окружить вас светлыми и сильными энергиями, что даст вам возможность осуществить все то, что вы только задумаете, при этом с легкостью и без каких-либо проблем. Поэтому, друзья, не бойтесь это использовать знания в своей жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментариях не забудьте написать «принимаю», «благодарю». Также напишите ваше мнение, как вы стрижете по лунному календарю или только придерживаетесь дней недели. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.